Всем привет! Я сегодня в городе Пожаревац, который впервые был упомянут в 1476 году, а стал известен он после Пожаревацкого мира, заключенного в 1718 году между Австрией, Венецией и Турцией. Я нахожусь в городском центральном парке. Пройдемся по нему и покажу вам здание штаба округа. Парк этот был построен в 1894 году, а в центре парка находится памятник князю Милошу Обреновичу, который был установлен в 1898 году. Вот такой памятник. По ходу расскажу историю сегодня города, прогуляемся по основным достопримечательностям, покажу сам город. Город достиг наибольшего развития с приходом к власти князя Милоша Обреновича. Благодаря ему в 1819 году в Пожареваце были построены собор, новый базар, а во время правления его сына, князя Михаила Обреновича, был основан Любичевский конный завод. Кстати, по левую руку в конце этого парка стоит рынок. Парк очень большой, зеленый, деревья, видно, высажены очень давно. Вот оно, величественное здание. Сейчас здесь находится администрация. Само здание было построено в 1889 году по проекту известного австрийского архитектора Фридриха Гизеля, как здание штаба округа. А еще раньше на этом месте располагались снесенные апартаменты княгини Любицы. В Белграде есть здание резиденции княгини Любицы. Покажу вам его, когда буду делать прямой эфир из Белграда. А сегодня здесь помимо администрации находится кадастр, библиотека, полиция, а также суды. Здание очень большое и красивое. В парке чисто, убирают люди. Много лавочек. Такой хороший городской парк. С той стороны домики 19 века. В 1821 году в Пожареваце был основан первый Нахский суд в Сербии под названием Пожаревацкий совет. А в 1842 году в городе состоялась театральная премьера «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира. Это была первая премьера на Балканах. Вот это здание казармы. Заброшено, я посмотрел, уже двери закрыты, некоторые окна выбиты, не работает. А вот видите, написано «Войсковой клуб». Закрыто. Хочу показать вам музей Пожареваца. Я уже прогулялся немного по городу, поэтому знаю, куда идти. По левую сторону прогулочная зона небольшая, кафешки. Городок достаточно зеленый. Вот музей. В 1895 году был основан. Здание музея, кстати, два. Вот это первое и следующее, вот там второе. К нему тоже подойдем. Начнем с этого. Вот такие скульптуры здесь стоят. Это все, наверное, с римских времен даже.
Музей под открытым небом. Как в Сремской Митровице. Тоже римские колонны. Поэтому говорю, что даже в музей можно не заходить. Здесь просто прогуляться и все посмотреть. Интересная коллекция. Смотрите, здесь какой-то прям мужчина. Древний мужчина. Древний мужчина. Вот прошел, смотрите, тоже что-то инопланетное такое кажется. А вот само здание. Очень много, очень здесь всяких интересностей в Сербии с римских времен. А вот, смотрите, здесь тоже указаны таблички и расписывается, где что. Значит, тот большой, это был саркофаг. И вот тот, наверное, мало открытый, который я показал. Жертвенницы. Вот эти плиты называются жертвенницами. Ну, надгробия и жертвенницы. Вот еще один саркофаг. Да, большая коллекция, конечно. Здесь какой-то столб. Посмотрите, Рома написано. Рома Сингидунум, по-моему, да? Сингидунум. Здесь тоже обломан. Крышка обломана саркофага. Колокол стоит. Пойдемте к нему. Святой Николай написано. Не вижу год. Год не указан. Еще одна плита. Тоже поломана. Это что такое? Вот такие интересности. А тут же расположен, кстати, исторический архив Пожареваца. Так, а может отсюда можно пройти сразу в следующий музей? Посмотрите, как ель подстрижена с хвостиком наверху. Так, наверное, можно пройти туда, к тому музею. Да, у них общая территория. А, здесь тоже, вот, смотрите, плиты. И все это граничит, такой небольшой парк, 2 музея, и сразу дома идут. Люди живут. Я думаю, здесь столько вот этих античных предметов, плит, в самом Риме даже, наверное, столько нет. Вот так здесь интересно. Так, и вот здание второго музея. Но оно уже поскромнее. То первое, конечно, поинтереснее. Так оно выглядит.
вот это следующее здание, это галерея Милены Павлович Барили. Или Барили. Это сербская художница. В этом доме она родилась, а ее мать здесь сделала как бы мемориальную галерею. А сама Милена жила в Белграде, Риме, Париже, Лондоне, в Нью-Йорке. А в США помимо живописи она работала над коммерческим дизайном для молодых художников. Добрый день. Вот такой дом. А туда можно зайти? Можно зайти. А колика кошта? Слободен улаз. Свободный вход? Да. Интересно. А я читал, что здесь мама устроила галерею. Мама. Мама. Да? Danica. А, ну вот указано, да, что вот эта табличка. Да. Ага, вот сама табличка. Пойдемте в галерею. Вход свободный. Вот такая галерея. Это все вот Милены, да? Ovo je njen, znači, nameštaj je originalna. Inače, gore je izložba u čast Milene, Bijenale. Aha. Evo tako. Hvala. A ona se rodila baš ovde u ovoj kući. Znači, ovde je rođena Milena 1909. godine. Roditelji su je bili majka Danica i otac Bruno Barili, Italijan. Да. Она жила в Белград, Италия, США. Živela je, Žila, da? U Minhenu je studirala, majka Danica je u Minhenu. Kasnije je Milena studirala isto u Minhenu, samo što je majka studirala klavir i solo pevanje, otac kompoziciju i otac je jako poznat. Recimo njegova opera Amiral, sama Milanska skala je izvodila tu njegovu operu. А где фото Милены? Фото? Fotografija Milena, evo ovdje su kad je ona bila mala. А, маленькая, да? Вот, вот маленькая собачка. Jeste. A ona je majka njena, Danica? Mama, da? Majka, da. Aha. Ono je Rudolf Valentino, koga je slikala Milena. Ima ovdje baš slika Milenina. Ovdje na ovoj fotografiji velikoj možete. Есть? Милена фото. Fotografija. А, вот. Milena baš. Вот она, Милена в зрелом возрасте. Ну, мне понравилось. Необычные, конечно, картины. Очень красивые. Ну, а я иду дальше. На той стороне, видите, памятник воевода Миленко Стойкович. Хочу показать вам еще первую школу. Рядом будет там православный храм. То есть все, посмотрим. Все, отправляюсь дальше тогда.
Вот это и есть первая школа в городе. Вообще она одна из старейших в Сербии. А основана она была при местной православной церкви в 1733 году. А сегодня она носит имя Досидея Абрадовича. Дальше хочу вам показать соборную церковь. Вон она впереди уже виднеется. Дойдем. Ну, здание длинное. Сам городок небольшой, по факту. Соборная церковь Архангела Михаила и Гавриила. Она была построена в 1819 году князем Милышем Абреновичем. Сейчас зайдем на территорию, тоже поснимаю там. А, вот смотрите, с левой стороны крест установлен. И вроде как источник. Проверим. Да, вода есть. Это уже прям традицией стало. Проверять, есть ли водица в источнике. Вот сама церковь получается. И с левой стороны епархия. Что-то тучи сгущаются. Небо сегодня голубое было, солнышко светило. А сейчас прям тучки набегают. Пойдемте, зайдем сейчас. Время 12:15 показывает. Вот тут тоже дата указана, 1819 год. Вот такая церковь. Добрый день. Красиво, чисто, светло. Какая люстра. Как вам, ребят, территория церкви? Епископские дворцы. Получается, что дворец не один. Вот этот был первый, там второй на территории уже. Но я отправляюсь дальше. Это здание школы. Как всегда, к описанию к видео оставлю координаты по Google картам. Вы сами сможете потом прогуляться. А я хочу еще посетить могилу Слободана Милошевича. Поэтому пока до нее буду идти, сразу прогуляемся по городу, посмотрим. Городок, как я и говорю, небольшой. По факту в ту сторону идет как бы вверх горка, и все, и конец города. А я возвращаюсь через центр и иду дальше. Что еще заметил? В городе очень мало светофоров. Но водители, в принципе, культурные, все останавливаются. Есть велосипедные дорожки, что тоже очень хорошо. Пройдемся немного по пешеходной зоне. Парк такой, как бы даже не парк, а центр, наверное, площадь небольшая для детей. Аттракционы, кафешки слева-справа. Основной все-таки центр, наверное, это перед зданием администрации. Большой вот этот парк зеленый. Больше площадей пока я не встречал. Вот это, наверное, вторая площадь за парком. Все находится рядом. Получается, через вот эти здания стоит парк и администрация здания. И здание администрации. Впереди это большой торговый центр, одежда и магазин продуктов «Идея».
Видите, здесь тоже, да, нет светофоров. Потому что, говорю, что-то мало, здесь вообще нет. Устроено движение без светофоров. Либо стоит кольцо. Кстати, ни одно уже в городе кольцо проходил. Либо просто знаки пешеходные стоят. Пропусти пешехода. И все. Посмотрите, какое красивое здание. Что-то похожее в Аршатце снимал. Тоже красное здание возле парка. Так, на дорогу перейти, покажу вам с этой стороны. Ну, это вот большой торговый центр с магазина «Идея». Наверху то ли павлины, то ли кто. Листья, виноградная лоза. Это под окнами, над окнами вернее. А рядом с входом слева, справа, смотрите, фигура мужчины и женщины. Вот такая площадь. Я пришел вот с той стороны, где велосипедист едет, от того парка. А с той стороны проход, это как раз здание администрации. Ух ты, а вот здесь тоже я чуть не пропустил. Посмотрите, там такие ути-пути, какие-то ангелочки, что ли, над окошками. А наверху даже, я так предполагаю, что это герб чей-то. Ну, красивая площадь. Интересный городок, но я пока его не понял. Как-то вот построены улицы, знаете, они реально не прямые. Вот здесь они точно петляют. Много исторических зданий. Некоторые в таком не очень хорошем состоянии, но какие-то прям красивые такие, отделанные. Видно, что следят за ними. Так, а мне надо куда? Мне налево. По правую руку это садик. Здание новое, трехэтажное. Детская площадка. И здесь по факту уже такое более современное жилье. Только я сказал про современное жилье, и пошли такие домики старенькие. Получается, что новые дома просто ставят, строят на месте старых. А я практически уже дошел. Теперь мне нужно найти дом и могилу. Не пойму, что за архитектура, не могу сравнить ни с одним из городов, где я уже побывал. Она вся какая-то разная. Все вперемешку. Но городок интересно погулять. Так что, кто будет в Сербии, думаю, сюда можно приехать и погулять здесь. Я не все города советую прям приезжать, но сюда бы, наверное, да, посоветовал. Это вот современный дом уже построен. Там дальше тоже высотное здание. Прошел мимо дома, оказывается, вот он с правой стороны, но вот вход закрыт туда, попасть невозможно. Координаты оставлю также, Google, если кто-то будет здесь рядом, может, вам удастся посмотреть. Хотел вам показать его могилу, ну тогда просто расскажу.
Сам Слободан Милошевич родился в этом городе, а он был одним из основателей и первым президентом Социалистической партии Сербии. Вход вот такой, с этой стороны, как бы центральный, но надо зайти вот там с проулка. Вот дом номер 33. В апреле 2001 года он был арестован и экстрадирован в Гаагу. А сам же он умер до завершения процесса. Более подробную информацию, если кто-то захочет, найдите в интернете, за что он был арестован. Все, тогда я иду дальше. Хочу вам показать Любичевские конюшни. Это одни из старейших конюшен в Сербии. Вот такой транспорт можно встретить в городе. Усталая лошадка. Добрый день. Гужевой транспорт. Жалко, он не в ту сторону едет. Я бы к нему запрыгнул, вместе с ним бы проехался. Ребят, чтобы было понятно, почему такая архитектура вокруг меня, я где-то минут 15, может быть 10 от центра нахожусь. Но это даже не окраина города по факту. Просто здесь очень много одноэтажных домов частных. И запах не очень стоит. Не знаю, чем топят, но точно не уголь и дрова. Что-то, какой-то пластик, что ли, горит. Не совсем понимаю. По правую руку это полицейский участок. Велосипедные дорожки все еще есть. Дошел, ребят, до ипподрома. Вот такой он огромный. Вообще на территории, здесь там дальше, раньше находились Любичевские конюшни. Любичевские конюшни. Это одна из старейших конюшен в Сербии. Она была основана в 1866 году. Ну, опять же, князем Михаилом Абреновичем. Кони есть, значит, ипподром работает. Много воронья. Вон прям на полях сидят. И кони. Если кто любит коней, я уже снимал что-то похожее. Именно, ну, там только про коней по факту было. В Сербии, в Нови-Саде. Так и называется, для любителей лошадей, по-моему, видео. А вообще в 1915 году в Пожареваце открылась первая школа пилотов. Здесь их готовили для Первой мировой войны. А школа располагалась здесь, вот на этом месте, где сейчас ипподром. То есть две истории у этого ипподрома. Любите ли вы лошадей? Напишите комментарий. Мне, конечно, лошади нравятся, но издалека. Потому что запах тут стоит такой прям не описать. Ну и вороны орут. Вот они прям сидят. Но это что-то на ворон мало похоже. Какие-то грачи, что ли. Ну вот это точно вороны. А вот это другие птицы. Ну, кто-то спортом занимается. Ох ты, разорались. Вот такой ипподром. Находится он на окраине города. Все, дальше тогда я возвращаюсь в город. Надо еще пообедать. И пойдем еще погуляем. Сколько воронья.
той стороне ипподром. А здесь должен быть, наверное, хороший какой-то парк. Там тоже лестницы ведут наверх, но туда я уже не пошел. Здесь мостик металлический, какой-то островок типа. Своего рода какой-то должен быть парк, наверное. Может, когда-то и был. Ребят, кто местные, если будут смотреть видео, напишите, что здесь раньше было. Что за парк и почему он в таком состоянии. Вот такая территория. С той стороны дороги футбольное поле, вижу вон. Трибуны. А так здесь вроде все заброшено. Ну, это окраина города. До центра здесь идти 20 минут пешком. Это тоже одна из центральных улиц города, но такая больше автомобильная. По правую сторону через этот дом администрация города. А вообще Пожаревац является таким промышленным городом, одним из важнейших промышленных городов Сербии. Здесь развита пищевая промышленность, энергетика и сельское хозяйство. В город я добирался на автобусе, ехал 1,5 часа. Стоимость билета на автобусе от Белградского автовокзала у меня составила 1100 динар. Так, позади меня вот так все это выглядит. И я уже город прошел практически весь. От конца до конца. Что могу сказать? Неплохой городок, интересный. Необычные улицы. Необычная и интересная архитектура. Что, друзья, вернулся я в городской парк. Погода шепчет для того, чтобы гулять и наслаждаться теплыми деньками. Я взял себе вот такой гирос среднего размера. И не стал сидеть в кафе. Думаю, надо прийти в парк. Поэтому у меня вот такой красивый вид. Солнышко. И всем приятного аппетита. Ребят, я дошел до парка Чачалица. Находится он в 10 минутах ходьбы от центра города. Парк огромный. Спортивные площадки, что-то вроде тренажеров, беговые дорожки я не вижу пока. Ну, наверное, вот эта основная дорога как бы является беговой. Парк сам по себе вытянутой формы в длину. Что касается города, еще раз повторюсь, очень зеленый. Намного больше мне понравился, чем Крагуевац, в котором я был буквально там неделю назад. Сейчас посмотрим дальше, что там есть. Насколько я видел по карте, в центре парка находится экодом. Что это за экодом? Сейчас посмотрим. По левую сторону, видите, такая живая изгородь, как бы сделана. И по правой то же самое. Поэтому я говорю, что парк вытянутый в длину. Я пришел оттуда, небольшая речушка, мост. В этом парке установлено, по-моему, 3 мемориала русским воинам. Потом есть памятник «Звезда». И еще один памятник, не помню, к сожалению, как он называется. Сейчас, думаю, дойдем на него, посмотрим. И все эти памятники установлены после Второй мировой войны. Здесь уже пошел частный сектор. А вот это, видимо, и есть экодом.
Как солнце красиво ложится. А там закрыто. То есть туда я не попаду, получается. Рядом с экодомом вот такой источник небольшой. Но написано, что вода не для питья. То есть бежит он откуда-то вот оттуда. А парк идет вверх сам. Давайте посмотрим экодом. Не могу сказать, что он символизирует, этот экодом, для чего он вообще тут поставлен. Территория закрыта. А спросить не у кого, никого нету. Вот экологический дом написано, экологический дом. Ребят, кто в курсе, напишите в комментариях, для чего этот дом здесь построен, что он означает. О, смотрите, какие цветы интересные, с ягодами. Какие необычные. Даже не знаю, что это такое. Так, вижу первый памятник, он с той стороны. Пойдемте к нему сначала. Или зря я спускаюсь. Да, похоже, зря я спускаюсь, надо подняться назад. Вот здесь. Это вот первый мемориал погибшим в Отечественную войну, во Второй мировой войне. Слышу, там тоже источник, что ли, бежит. Сейчас давайте посмотрим сначала. Да, точно источник, он бежит. Ну а теперь памятник. Звезда и люди тоже, смотрите, в виде звезды. Ну, часть звезды. Ночью он подсвечивается, смотрю, лампочки. Да, видите, памятник расстрелянным, 41-44 год. Очень так тихо здесь. Сколько зелени. По датам. Сегодня у нас 15 ноября. Знаете, такой напоминает больше лес, чем парк. Иду по дороге, а вот справа здесь, смотрите, тоже плита мемориальная. Это установлено в 2009 году. И это погибшие евреи. Видите, там указано про Холокост.
Впереди должен быть памятник еще русским погибшим. И самый большой, по-моему, наверное, в конце памятник в виде звезды большой. Я подхожу к памятникам погибшим русским в войне, во Второй мировой войне. А по левую сторону от березы, там даже табличка висит, это как бы, ну, такое поляна русских берез. То есть они там высажены. Ну и табличка здесь. Погибшим в 1944 году при освобождении города Пожаревац. Памятник Жукову, бюст. И вот такая плита с красной звездой наверху. Героям русской Красной Армии, павшим за Родину и свободу братской Югославии. 1944 год. Здесь очень тихо. Я поднимаю все выше и выше. То есть город сам в той стороне находится, в низине, как бы получается. А я иду в гору, вверх. Пойдемте к третьему памятнику. Мне уж самому интересно, что там за звезда. Самое время поставить лайк. А в описании есть ссылочки для донатов. Также можно стать спонсором канала. Соснами пахнет. Только не вижу белочек. Есть ли они тут? А вы заметили, какая тишина? Не слышно пения птиц. Я, по-моему, уже на самую верхнюю точку забрался. Еще чуть-чуть осталось. Я уже вижу памятник звезда по левую сторону от меня. Но хочу посмотреть, что это за плита. Тут указано, что в 1985 году был памятник установлен. А по-моему, его потом как бы перенесли, что ли, или переделали. И вон там в конце бело, это вот звезда. А тут кроты, походу, роют. Какие-то кучки навалены. Да, это прям верхняя точка. Но дорога еще идет дальше. Я уже туда не пойду. Это вот последняя точка моего сегодняшнего путешествия. Вот такая звезда из труб. Но, по-моему, она должна подсвечиваться еще ночью. Пока не вижу огней. Вернее, фонарей. Этот памятник тоже своего рода погибшим во Второй мировой войне. Вот такое у нас сегодня с вами путешествие получилось по городу Пожаревац. Приезжайте в город. Интересный. Езди погулять, походить и что посмотреть. На этом буду заканчивать. С вас, как всегда, лайки, подписка. Пишите комментарии. Все, ребят, всем пока.